Всем привет! Сегодня я хотела бы рассказать о том, как приучить ребенка к горшку, поделиться своим опытом. Для начала поговорим о том, какой же должен быть горшок. Ну вот мы для себя выбрали вот такой вот горшок, анатомический. У него, значит, спинка для того, чтобы ребенок не опрокинулся назад. Тут такие, как вогнутости, очень удобно для попки ребенка. И спереди небольшое возвышение. Также здесь есть специальное отверстие, и к нему крепится вот такая игрушка. Объясню, для чего это надо. На первых порах, когда ребенок еще не знает, что это такое, намного доступнее для него сделать приучение к горшку в виде игры. То есть вот так вот прикрепляется горшок с игрушкой. Усаживается ребенок, показываете ему, что можно играть. И процесс приучения проходит в игровой форме намного проще. Если же вы выбрали обыкновенный горшок, да, то всегда есть возможность, посадив на него ребенка, дать ему какую-нибудь игрушку, погремушку, чтобы он играл, чтобы отвлекался, и чтобы процесс приучения был достаточно приятным. Также организовать непосредственно приучение ребенка к горшку. Мы само знакомство с горшком для своей дочери начали в 7 месяцев. Почему именно в этом возрасте? Во-первых, ребенок уже достаточно крепко сидит. Это очень важно, потому что на горшке все происходит сидя. И нет необходимости дополнительно как-то поддерживать ребенка. Во-вторых, очень, когда ребенок осваивает новый какой-то навык, ему нравится практиковаться в этом, и довольно большое время она проводила именно сидя. Поэтому играли, допустим, сидя, и усаживали ее на горшок, также сидя. Затем еще несколько нюансов. Мы перед тем, как непосредственно знакомиться с горшком, проводили с ней подготовку. То есть, во-первых, для домашнего использования мы памперсы не брали. То есть дома она у нас всегда с голыми ножками. Для чего это нужно? Во-первых, вам проще будет отследить момент, когда ребенок желает сходить в туалет. То есть дети, они не глупые. И с первых дней жизни можно начать приучать ее к определенным знакам, да? То есть когда она писает, мы говорим пись-пись-пись, когда ходит по-большому, а-а-а. Это очень важный момент. Вот эти вот ассоциации, которые выстраиваются с самого рождения ребенка, они помогают нам в дальнейшем гораздо проще дать понять ребенку, что от него хотят. Чем нам это помогло? В 7 месяцев, когда мы начали высаживать ребенка на горшок, мы говорили пись-пись-пись, и в принципе она уже практически сразу понимала, что от нее требуется и для чего вообще нужен этот предмет. То есть она пока маленькая была, да, с рождения, как я говорю, мы уже начали приучать ее, только налаживали вот эту связь. Затем в дальнейшем мы брали ее на руки, пока она еще не могла сидеть, подставляли либо тазик, либо просто где-то на пол, где нет ковров там и так далее, где легко можно вытереть. Также говорили пись-пись-пись, устанавливали вот эту связь, чтобы на данный звук уже по нашему требованию, когда нам удобно, она ходила в туалет. На самом деле, чем раньше начать вот этот процесс, тем проще и безболезненнее он будет проходить для ребенка, потому что все навыки, чем раньше они начаты, тем быстрее будут освоены. Это основа детской психики вот в этом возрасте. Нам сейчас 9 месяцев. Я считаю, что мы прекрасно освоили горшок уже к этому времени, то есть нам для этого понадобилось 2 месяца. Конечно, добиться от ребенка полного понимания и чтобы она сама просилась, до этого еще далеко. Но мы для себя
сделали такие закономерности, которые легко понятны ребенку. То есть после каждого кормления мы высаживаем ее на горшок. Затем после сна, если она проснулась сухой, что сейчас происходит все чаще и чаще, также высаживаем ее на горшок. И, ну, собственно, никаких проблем у нас с этим не возникает. Конечно, иногда, если, допустим, я куда-то отлучусь, бывает, что видим потом лужу на полу, но она прекрасно осознает, что на ковер нельзя, об этом тоже нужно говорить, и уползает на линолеум сама, где, собственно, и делает все свои дела. Количество пеленок сократилось просто в разы, ну, стирки и так далее, у нас полное взаимопонимание с ней. И я считаю, что в принципе это достаточно простые правила, и каждый из вас также может ими овладеть.